Японские СМИ недавно высказали мнение, что Denza D9 не только набирает популярность на китайском рынке MPV, но и может бросить вызов Alphard в глобальном сегменте, тем самым заставив Toyota нервничать. Да, Denza D9 является лидером продаж среди больших минивенов. За 2 года они продали более 300 тысяч автомобилей. В этом году они представили новую версию. Хоть это и модификация, но по масштабу обновлений она заслуживает звания новый Denza D9. Если вдруг вы не знали, Denza – это дочерняя компания BYD, которая была основана совместно с Daimler Mercedes-Benz. Но с сентября прошлого года BYD полностью владеет этой компанией. Так вот, автопилот стал ключевым направлением для Denza и BYD в этом году. В Denza D9 уже в стандартной комплектации представлена система продвинутого автопилота «Глаз Бога», которая включает 32 датчика, включая лидар во всех версиях, кроме базовой. Сегодня наш любитель автопилотов Виталя расскажет вам о ней более подробно. Ну а я хотел бы протестировать ее на нашей любимой трассе со сложными поворотами. Кстати, Denza N7 2024 года здесь проехала великолепно. Оставляем мы 30 км в час скорость. И смотрим первый поворот. Отлично. Без замечаний. Но, кстати, минимальная скорость здесь 30 км в час. Меньше сделать нельзя. Машина будет сама регулировать скорость. Ну и сейчас мы подъезжаем к самому сложному повороту, ради которого я сюда ее и привез. Друзья мои, смотрим идеально, просто идеально она прошла этот поворот. Не выехала ни на сантиметр из полосы. Шикарно. Кроме автопилота, D9 получила новый обновленный салон с дополнительным экраном 10,2 дюйма для пассажира. Главное изменение в комфорте. Теперь вместо 14 динамиков Dynaaudio 16 спикеров DVLA. Спасибо, Ника. Сиденье второго ряда AirSpan с функцией нулевой гравитации. Угол наклона до 152 градусов. Хорошо. Зачет. Третий ряд здесь с увеличенным ходом регулировки до 20 сантиметров с вентиляцией и подогревом, а также имеется наклон спинки. Электрический. Type-C, подстаканники двух типов, вентиляция и направленный свет сенсорный. Термобокс на 7,5 литров с сенсорным управлением, а диапазон температуры от 50 до -6. Ну а если вы собрались в дальнюю поездку всемиром, то не переживайте, места здесь хватит всем. Мало того, что подголовник может регулироваться вот так, а еще может и вот так. Классно же, да? Голосовой помощник стал умнее. 6 аудиозон, по 2 на каждом ряду. Давайте теперь проверим, как он быстро отреагирует на мой кривой китайский. Нихао Чэнши, Гуан Чон Лен. Не слышит. И тут бы я хотел сказать, что даже с английским у него не так все хорошо. А если помните, Лисян и Xiaopen X9 уже на другом уровне. Они не то что могут распознать разный диалект китайцев, а также могут принять супер кривое китайское произношение. Но в целом знать китайский язык и вообще голосовой помощник вам не нужен, так как на экранчике есть полностью все настройки. В Denza D9 с самого начала уделяли внимание комфорту, а в версии 2025 года использовали алюминиевые элементы подвески и гидравлические втулки, что повысило комфорт на 23% по заявлению производителя. Антон, ты почувствовал разницу вообще по сравнению с прошлой моделью? С прошлой моделью, да, машина стала комфортнее, но вот на 23% я не уверен. Ну, подсчитать сложно, да. Кстати, модель 2025 года получила адаптивную подвеску Yun-C с функцией предсказания дорожного покрытия. Она берет данные из датчиков автопилота и прогнозирует дорожную ситуацию спереди. Но мне вообще в целом очень понравилась комфортность поездки, что за рулем, что на втором ряду. Машина очень валкая, очень мягкая. Собственно, она не сделана для того, чтобы на ней сохранить где-нибудь и вообще там в шашечки играть. Здесь машина все-таки предназначена, наверное, для бизнеса больше. Да. Когда сидит человек, не как мы в шортиках с тобой, в маечках, да, а в костюмчике с галстучком, едет на работу, открывает столик,
ноутбук у него здесь, и он работает, понимаете? Там какое вот это вот, как ты говоришь, сахатить? Нет, да. ты что, сразу уволен? Либо деток переводить очень аккуратненько. Либо деток перевозить аккуратно. Кстати, Ребят, насчет деток. Здесь 4 места для изофикса. И можно еще подростка посадить. Но без задний ряд трехместный, то есть это автомобиль 7-местный, не 6. А еще там есть подлокотник. Прикинь, как удобно. Ух ты, какая красота. Ребят, для тех, кто досмотрит это видео до конца, будет бонус небольшой. D9 25 года сохранила варианты с одним мотором и полным приводом, но теперь оснащается системой DMI 5-го поколения. Он получил новый 1,5-литровый двигатель с КПД 45,3%, что является рекордом для MPV. Мощность его 115 кВт, что больше на 15 кВт, чем у прошлой модели. А также улучшенный электромотор EHS 200. Новую Дензу сделали на 20 мм ниже, тем самым улучшив коэффициент лобового сопротивления. Несмотря на возросший вес на 130 кг в полноприводной версии, расход топлива снизился. В моем тесте в смешанном режиме он составил 7,7 литров на 100 км, при заявленных 7,15. Заявленный разгон до сотни 7,3 секунды, что на 8% быстрее предыдущей версии. Но это все в теории, давайте проверим это на практике. А сейчас мы сделаем реальный замер ускорения на нашей безопасной трассе, где нету трафика практически, но здесь есть уклон 1 градус, поэтому мы сделаем замер в одну сторону и в обратную сторону. Поехали! В обратную сторону. Поехали. Так, ну что, ребят, показания удивили. Заявленные у нас 7,3 секунды у полного привода. Значит, смотрите, что у меня получилось. В ту сторону я ехал, получилось 7,04. У нас 1 градус уклона в ту сторону. И обратно я проехал за 6,88. Молодцы, не обманули. Также здесь мы получили небольшие косметические доработки. Новый решетчатый узор радиатора, цвет серый звездопад и бежевую отделку салона. Все двери теперь с доводчиками. Красота. У полностью электрической версии тоже все очень интересно. Во-первых, платформа на 800 вольт у всех комплектаций. Аккумулятор 103 кВт-часа и запас хода 620 км по циклу CLTC. Быстрая зарядка 243 км за 15 минут. И если у гибрида с левой стороны бензобак на 53 литра 92 бензина, то в электрической версии здесь будет у вас второй порт быстрой зарядки для технологии двойной подзарядки. С каждой стороны вы можете подсоединять быструю зарядку до 200 кВт. Для ускоренной зарядки автомобиля. Друзья, а сейчас мы сделаем замер шумоизоляции на нашей трассе, где мы тестируем все наши автомобили. И посмотрим, какое место займет Denza D9. Два замера 60 и 100 км в час. Поехали. Так, 60 замерили. По ощущениям немного шумновато, чем у наших лидеров из нашей таблицы. Но цифры вы сейчас все увидите. И сейчас сделаем замер на 100 км в час. А сейчас замеряем радиус разворота в том месте, где мы тестировали многие наши машины. До конца выкрутили руль. Оп, не сюда. Поехали. Как будто бы многовато. Polar, по-моему, был чуть-чуть ближе. Я помню, что Polar где-то у нас был вот здесь примерно. Замерим давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, 11,5 метров внешний диаметр. Если что, у меня идеально просчитанный шаг. Ровно метр. Годами отработанный. Хочу начать с того, что я ищу себе минивэн. И уже на многих мы покатались. И вот
этого я ждал долго. Я думал, что я получу от него больше. Но по факту это оказался классический, в этом смысле слова, минивэн. Ведь ровным счетом у новой версии нету глобальных изменений. Есть какие-то обновления в виде улучшенного автопилота, фейслифтинга и комфорта в салоне. Давайте же проверим, из чего состоит данный автомобиль. Машина в круг оцинкована, и это есть хорошо. Клиренс 203 мм. Не так уж и много, но достаточно для того, чтобы выехать на небольшое бездорожье. Конечно же, главным успехом плавности хода то, что здесь стоит нормальные колеса. Смотрите, какие баллоны. То есть благодаря этому машина ощущается более плавной. Опять же, в X9 от Xiaopeng там вот такой профиль. Что касается управляемости этим автомобилем, это классический минивэн. Вот в том самом смысле из 90-х классический минивэн, без всяких новшеств. Посадка здесь классическая, минивэновская. И вот если рассматривать именно посадку автомобилей в этой парадигме, тогда она классная и комфортная. Но если мы рассматриваем в целом как посадку среди не классических минивэнов, как у Limega, Xpeng X9, то те автомобили, конечно же, выигрывают по комфортности. Но при этом эта же классика вам и дарит комфортность на втором и третьем ряду. То есть плавность хода, да, хорошая. У вас не чувствуются все эти неровности или даже какие-то крупные лежащие полицейские, горбатые. Тоже этот автомобиль проглатывает на ура. В машине есть миллиметровые радары, которые покажут вам в сантиметрах до препятствия. Ну и камера 360. Собственно, здесь в этом плане все хорошо. Опять же, по подвеске все тоже классический MPV. Макферсон спереди, многорычажка сзади, диски вентилируемые как сзади, так и спереди. D2L здесь на 6 киловатт. А вот vehicle to vehicle, то есть зарядить автомобиль другой, вы, к сожалению, при помощи данного автомобиля не можете. Вообще, конечно, Denza не торопится показывать все свои козыри, а в рукаве у них их очень много. Они являются лидерами по продаже в данном сегменте. Поэтому торопиться им некуда. Они будут смотреть, что же будут выпускать другие компании, будут смотреть на их успехи в продажах в следующем году, в этом году, а уж потом начнут выпускать какие-то новые модели на совершенно новом уровне. Мы-то с вами знаем, что такие автомобили они могут сделать. Вообще мне непонятен феномен и успех данного автомобиля в современном мире, уже так сказать. Да, тогда, 4-3 года назад, он был лучше, чем тот же Alphard. Ну, уже современный такой, да, уже гибрид, комфортный, дешевле. Ну, а сейчас, почему он до сих пор-то продолжает продаваться очень хорошо, я не раскусил. Но я думаю, что ключевая фишка Denza D9 – это его баланс между роскошью, практичностью, технологиями и ценой. Ведь в максималке вы заплатите за него 450 тысяч юаней. А ведь тот же Alphard стоит от 900 тысяч юаней, который вам не предлагает ничего за эту стоимость. От этого такой успех у Denza D9 на китайском рынке. Ну а что касается прямых конкурентов гибридных, то здесь их два. Это Gaoshan Wei от Great Wall и Voya Dreamer от Dongfeng. И здесь, если выбирать между этими автомобилями, естественно, я бы выбрал Denza. Потому что Denza D9 гибридная – это лучший полноприводный минивэн на сегодняшний день, и это безоговорочно. Ну и в отличие от тех же конкурентов, места на третьем ряду здесь больше, чем достаточно. Кстати, система ICCT для снижения клювков при торможении и при ускорении работает здесь действительно хорошо. Ну вот прям замечательно. То есть она не клюет. Зеркало заднего вида здесь может быть как электронное, так и обычное. Собственно, в него все видно хорошо. Ну, еще одно отличие от предыдущей версии D9, то, что здесь уже подвеска Union C. И вот из интересного, что она настраивается почему-то в отдельном меню, то есть нету горячих клавиш. Здесь как бы вот есть типа спорт и комфорт, но при этом, чтобы нормально ее настроить, даже не в меню машины, а вот здесь Union. И здесь выбираете либо комфорт, либо спорт, medium, weak, strong.
И да, действительно, я хотел бы сказать, что на большой скорости, по плохой дороге, где множество неровностей, стыков, там, по бетонке, то есть у нас есть один участок бетонный, вчера наваливал там по 130, идеально машина едет, вот прям идеально. Да, конечно, на 130 на этой машине зайти резко в поворот, такое себе удовольствие будет, но вот прямо плывет хорошо. Едем со скоростью 130, и шумновато, конечно, от лобового стекла именно. С этих мест идет больше шума. Вот здесь все. С подколесных арок и сбоку не так громко, как от лобовухи. Хотя вроде бы коэффициент лобового сопротивления здесь сделан хорошо. Ну и по запасу хода на электричестве. Здесь он прям соответствует заявленному на приборной панели. Ну и по расходу чисто на бензине, когда у вас закончился заряд, при скорости 100 расход примерно 8 литров. А 110-120 расход 10 литров, что очень даже неплохо для такой хабазины. По оптике все то же самое, она тут ледовская, без изменений. Никаких матричных фар. Да, есть умная функция переключения с дальнего на ближний, если вы кого-то догнали, либо кто-то вам едет навстречу, а больше ничего. Но при этом к свету нет никаких вопросов. Светит он прилично и как нужно. Вообще, после выхода обновленной версии на рынке БУ появилось очень много интересных предложений с минимальным пробегом. Поэтому, если вы ищете вот такой добротный минивэн по оптимальному соотношению цены и качества, стоит обратить внимание на БУ рынок. А куда писать? Я вам подскажу. Телеграм-канал, там все наши менеджеры есть. Ну что, ребят, давайте теперь протестируем автопилот в более живых и реальных условиях. Поехали. Так, сейчас для него будет очень сложно. Все будет поворот, В-разворот, его еще не надо называть. Он благополучно проехал мимо и поехал дальше. Прямо. Говорит, не буду это разворачиваться. Он такой, хоп, сейчас остановился. Я что-то, кажется, я, говорит, проехал разворот. Зачем-то хочет перестроиться вправо сейчас. Еще раз, ребят, очень сложные условия для автопилотирования. Но он достаточно уверенно проходит такие... Фу, чуть сердце не остановилось. Машина дорогая. Ну, давай, как он сейчас объедет. Напомню, да, что здесь стоит хваленый глаз Бога, ребят. Это вот очень сложные условия сейчас прям для него. И он, в принципе, он справляется достойно. Но вот этот разворот на 180 градусов, как Аита, он делать не умеет. Сейчас тоже очень сложный, сейчас вообще супер сложная ситуация дорожная. О, что? Фух. Фух. Так, поворот хотя бы давайте на 90 градусов. На 90 градусов, что вывозит, уверенно вывозит, максимально мягонькая такая сидушечка, приятная. Лично мне супер комфортно, утопаешь прям так в креслице. Это даже эта подушечка, которую я обычно закидываю обратно, они мне мешают. Здесь довольно-таки уместно она сделана. Тем временем автопилот справляется со своей обязанностью, едет, я вообще практически к нему не прикасаюсь, так раз в 40 секунд руку кладу на руль, чтобы он не думал, что я его покинул. Проекционный дисплей присутствует, но в Denza N7, который я недавно приобрел, он гораздо информативнее и больше. Есть какая-то маленькая такая штучка, но в BYD насколько... О, смотри. Как он не просчитал светофор и резко ему пришлось остановиться, оттормозиться. Ребят, в общем, вердикт такой: глаз Бога, автопилотирование, это все классно, но это как помощник, это дополнительный помощник. Полностью на него полагаться, как в Аита М9, в котором ты просто сел, так вот кнопочку нажал и он поехал, здесь не стоит. Но именно в дороге, когда вы едете, когда вам нужно отвлечься на пару минут, куда-то чего-то в телефоне посидеть, это достаточно хороший автопилот, который вам будет в помощь. Ребят, ну и финально, только что мы протестировали звук. Это то, что я люблю, то, что мне нравится. Что здесь скажешь? Здесь установленная акустическая система Diviale. Звук здесь хороший.
не топовый, не прям вообще вот как вот, но хороший, мне нравится. Поэтому для этой машины то, что нужно. Ребят, ну и классным бонусом данного автомобиля является то, что здесь не просто панорамная крыша, а имеется люк, который открывается и при желании можно туда вылезти. Друзья мои, а для тех, кто досмотрел до этого момента, бонус. Вся правда об автомобиле Denza D9. Шучу, это мое личное мнение. У парней мнение немножечко другое. Значит, смотрите, сейчас пробежимся по минусам, потому что не все так хорошо и радужно в этом автомобиле. Начнем с посадки. Вчера сел я в него и до сих пор, до сегодняшнего дня езжу на этом сидении как на мешке. Знаете, мешок, набитый чем-то таким плотным. В общем, ну, посадка, конечно же, далека, вернее, сидушка по комфортности далека до лисяновских. Лисяновские сиденья для меня, как я уже много раз говорил, это эталон комфорта. В них сидишь, конечно же, очень приятно. И вот все мои машины, которые у меня сейчас есть, во всех, в Поларе, в G6, гораздо комфортнее сидеть. Да и, в принципе, во всех других машинах, которые мы тестировали. Поэтому по комфорту сразу минус. Следующее. Это сиденье, обратите внимание, оно короткое для меня, для моих ног. И у BYD, у моего Tango BYD, была прекрасная возможность удлинения сидушки. Механическим путем можно было ее увеличить по длине. Здесь такой возможности нету, к сожалению. Следующий момент для меня очень важный. Это поясничная подпорка. Вот здесь. Регулировка для меня всегда была важна, так как у меня есть проблемы с поясницей, есть грыжа. И вы знаете, для меня каждая выпуклая вот такая поясничная подпорка, она создает дискомфорт. И в процессе движения через час-два езды начинает болеть поясница. Поэтому я их максимально убираю. Здесь же ее убрать полностью не получается. Как бы я ни пытался, всегда остается выпуклая часть, которая давит мне на поясницу. Следующий момент. Вот посадка та же самая. Обратите внимание, как я сижу. У меня ноги, две ноги, они согнуты очень сильно. Это самое дальнее положение. Вот, самое дальнее. С левой ногой проблем нету. Я свыкся к тому, что левая нога всегда практически у вас согнута в машине, особенно при моей посадке высокой такой. То вот правая нога, ребят, обычно педали, они немножечко дальше утоплены, и нога у вас больше туда вытягивается, выпрямляется. Здесь же вот получается у меня что левая нога, что правая нога находятся на одинаковом уровне, обе ноги согнуты. И в таком положении, ребят, ну вы едете как будто, не знаю, как будто на табуретке на какой-то, честно говоря. Следующий момент – это руль. Как только я сел на этот автомобиль, мне руль показался жестким, тугим, упругим таким. Мне захотелось сразу же поменять настройку, потому что я знаю, что у BYD всегда можно поменять настройку. И здесь тоже это можно сделать. Я зашел в регулировку, обнаружил, что, оказывается, я езжу в комфортном режиме, друзья мои. В спорте руль еще туже становится. Следующий момент – это автопилот. Для наших зрителей из России будет это не совсем актуально, но для Китая я должен это все-таки озвучить. Он не умеет реагировать на камеры. То есть в моем Xpeng G6, если вы едете с превышением скорости, допустим, выставили вы на автопилоте скорость 130, предположим, подъезжаете к камере, на которой ограничение 100, то он снижает до максимально допустимых 110. Здесь же он пролетает камеры все вот так вот, не реагируя на них. В настройках есть установка плюс 10% от допустимой скорости. Но что это означает? Это означает то, что вы едете по дороге, и у вас машина считывает знаки и, соответственно, выставляет плюс 10 к знакам. Но вы знаете, бывают такие моменты на дорогах, где, допустим, шли какие-то работы ремонтные, и там знак 30. И машина у вас выставляет 33, и вы едете 33, и вам сзади начинают сигналить просто вот так бешено, понимаете? В общем, есть такой минус, для вас он незначительный, скорее всего. Сейчас практически на всех машинах есть управление кондиционером с руля. С левой стороны вот это вот колесико, которым можно настроить температуру, настроить скорость кондиционера. Здесь же, к сожалению, этого нету. Убрали, поэтому придется либо это делать вот так, заходить в меню и настраивать, либо есть еще, конечно же, приятный бонус, это 3 пальца. Вот так вот, ребят, пожалуйста, раз, скорость кондиционера, вверх-вниз, это температура.
Да, удобно, но в этом случае у вас будет постоянно заляпанный экран. Поэтому я этой функцией не пользуюсь никогда. А вот что здесь бесполезное, друзья мои, на этом руле, так это вот эти два лепестка. Вот они, один и второй. И вы знаете, что они делают? Они активируют автопилот, я нажал, активируют, и деактивируют его с левой стороны и с правой стороны. Зачем? Когда вот есть кнопочка включения автопилота, зачем сделали дополнительные два лепестка бесполезных? Следующее небольшое замечание касается дисплея приборной панели. Супер, что он есть, классно, но его нельзя кастомизировать очень гибко под себя. Я обычно люблю, чтобы у меня был расход с одной стороны, а с другой стороны давление в шинах. Здесь же это сделать нельзя. Здесь вы можете сделать только либо расход, либо давление в шинах. Вот таким образом. С правой стороны здесь какие-то бесполезные данные. Это таймер и ограничения по скорости. Кнопки открытия дверей, холодильника и багажника находятся на одной площадке, вот на такой вот длинной. То есть, если вы нажимаете открытие дверей, то, соответственно, продавливается, смотрите, у вас вся кнопка ходит ходуном. Вся панелька глянцевая, все отпечатки пальцев, все здесь будет видно. Ребят, ну и вот эта вот кнопка, волшебная кнопка, которая меня очень жестко подставила на светофоре. Это кнопка выключения автомобиля. Для чего они делают эти кнопки включения-выключения автомобиля, я не знаю, ребят. Но сейчас уже в этих гибридах, электромобилях они просто не нужны. На светофоре я стал искать кнопку 360 градусов. Да, она есть, она вот здесь находится на руле, в удобном месте, к этому замечания нету. Но я случайно подумал, что не вот эта ли кнопка 360 градусов, и нажал на нее. И знаете, что произошло? Машина выключилась. И загорелся зеленый свет. И мне сзади стали сигнализировать. Нажал на нее. Тут что-то как-то очень все медленно запускается. Я такой, мне сзади сигналят там. Я, блин, как ее? Бегом, бегом. Она там еще что-то старт не запустился опять. Вот, потом запустилась, поехал. В общем, мне был такой небольшой стресс у меня. Поэтому кнопочка это, конечно же, бесполезная. Следующий момент это меню настроек автомобиля. Оно только в темной теме есть. Я не знаю, почему нельзя было сделать здесь светлую тему. Карта-то ведь есть в светлой теме, пожалуйста. То есть мы заходим в карту, она вот здесь есть светлая и темная тема. Но вот меню почему-то только в темном варианте. Все-таки хотелось бы, чтобы была система более гибкая для пользователя. Ну и, конечно, главный, ребята, минус – это вот эта подставка под телефон. Мы вроде как покупаем машину, вроде как надо смотреть там на подвеску, на безопасность, на все прочее. Кстати, с этим здесь все хорошо. И тут 9 подушек безопасности, включая шторки. Но, ребята, вот этой функцией вы будете пользоваться на протяжении многих дней, многих месяцев, годов, лет. И, в общем, постоянно будете пользоваться этим. Вы знаете, как это будет происходить? Вот так вот. Вот так вот. Положить. Нет, вот так положу. Кверх ногами положил. Понимаете? И вот очень неудобно. Телефон пялится, когда рулишь. Ну, у нас сейчас такая жизнь, Антон. Мы сейчас все в телефоне. Ты в телефоне, я на тебя постоянно ругаюсь. Ребята, он ездит за рулем, смотрит в телефон. Я на него постоянно ругаюсь, когда мы на съемке ездим. Серьезно говорю. А он тут сейчас говорит, мне в телефон пялится. В общем, друзья мои, все. Я высказал все, что хотел. Дальше решайте сами, брать автомобиль или нет.